Так, закрываем баллон. Ну а вот смотрите, как травит водород. Друзья, всем привет! Как вы можете заметить, этот гигантский дальнобойный водородный самолет по-прежнему находится у меня дома. Никак не удается отправить его в первый свой водородный полет. Сейчас 7:38 утра, но это не говорит о том, что я только что проснулся. Часто так бывает, что это я просто еще не спал. Итак, какие же новости на повестке дня? У меня есть две основных новости по самолету. Одна из них очень хорошая, ну а вторая просто нереально плохая. Но об этом немножко позже, друзья. Сейчас я вам покажу, что я новенького сделал с самолетом. Наколупал немножко углеродного волокна. К сожалению, оно у меня в запутанном состоянии, но, к счастью, ребята, у меня его просто нереальное количество. Благодаря одному из подписчиков. Короче, как вы уже, наверное, догадались, хочу сделать стойки шасси, а возможно даже получится шасси, на базе вот этих пеночных бубликов. Очень легенькие колесики, такие приятные дутики, ребята. Под это великое дело я даже сделал простейшую матрицу. То есть теперь мы не просто наляпывать будем, а мы будем наляпывать на глянцевую поверхность. Это раз. Потом здесь есть бортики, ничего не будет вылазить. Карбончик, он имеет свойство так вот расплющиваться и вылазить по краям. Здесь этого нюанса не будет. Просто надо будет вкладывать вот сюда вовнутрь. Можно будет даже выжимать эпоксидочку, чтобы все было плотно-плотно, хорошо. Видите, получается, растем, раз уже некое подобие матриц пошло на канале. Это очень круто, это очень здорово. Сейчас немножко почикаю карбончик в размер и начнем формовать. Блин, надо было воском покрыть. Ой. Ну, форма, в принципе, одноразовая, но все равно, мало ли, вдруг плохо отлипать от этого скотча будет. Когда обрабатываю феном, эпоксидка сильно разжижается и очень быстро пропитывает ткань. В принципе, все готово, ребят. Вот здесь вот получилась гораздо большая толщина, чем нежели на концах. На концах около 4 мм, ну может быть 5. Ну а в корне около 8 мм. Шасси будут воспринимать вес около 13 кг. Ну, только после отверждения мы поймем, достаточно ли этой рессоры или нет. Пока сохнет рессора, пошла токарка на канале. Надо выточить пару небольших деталей. Это будут оси для наших дутиков, колесиков. Материал очень интересный. Делаю с каленого болта от Range Rover. Вес мы здесь не экономим. Здесь главная прочность. А оськи какие-то тоненькие, всего лишь 6 мм. Боюсь, колесики могут отпасть, если с чего-то не особо прочного сделать. С алюминьки там. Не люблю я такие мелкие детали делать. Еще и по 2 резьбы задумал на каждой. Ну, так, мне кажется, будет лучше всего. И мощнее, и удобнее крепить. Все диаметры готовы, можно отрезать. И нарезать резьбу. Немножко проконтролируем. Задумка в том, чтобы вот на эту резьбу до упора гайка накручивалась с контровкой. И все. И вот, чтобы колесико не сильно болталось и не зажимало его. А ну-ка просмотрим, как оно. Колесико с дисбалансом не крутится, а так. О, явно виден дисбаланс. Ну ничего страшного, главное, что большое. Больше, чем 125-й патрон. Ну и вторая резьба, она нам нужна для крепления к рессоре. Погнали. Все, готовы детали. Вот такие красавицы получились. Мало того, уже и сама рессора готова. Я ее здесь предварительно обработал. Как оно насчет прочности, пока непонятно. Ну, вроде бы какой-то вес держит. Не знаю, что это за вес. Рессора весит 446 грамм плюс 2 дутика. Ой, много. 986 грамм все весит.
Так что сейчас все прикручу, и надо будет забирать ее домой, продолжать делать самолет. Поставлю модные гаечки с шайбами. Не помню, с какого это автомобиля, по-моему, с очень модного. Я все-таки люблю, чтобы было помощнее. И сюда гаечки с контровками. Все, они, во-первых, до конца закрутятся. А во-вторых, контровка, если вдруг мало ли как-то оно открутится чуть-чуть, то контровка не даст полностью выкрутиться. Не всегда удается такую систему применять, хотя надо взять на вооружение, что-то мне понравилось. Ну что сказать, очень доволен я сегодняшним днем. Если по чесноку, не хотел я делать эти колеса. Самолет он и так может взлетать, то есть эта опция сбросной тележки не особо обязательная. Но она может помогать в некоторых случаях, когда есть автопилот, во-первых, он уже может как-то сам рулить там крылом. А во-вторых, если будет эта тележка, ему на первоначальном старте толчке не нужны никакие поддержки. То есть он сам будет стоять нормально, крыло никуда не будет наклоняться, не будет цепляться с земли. В общем-то, именно для этих целей и сделаны эти колеса. Ох, чуть зуб не треснул. А шасси вроде бы как отрабатывают. Ну, не знаю, ребят, мне кажется, у меня силы больше, чем на 15 килограмм. Вот в таком направлении, вот видите, на скручивании, они немножко играют. Ну, тут, чтобы этого избежать, надо было под 45 еще наматывать потом. Ну, либо как-то сразу, сразу я не знаю, как в матрице это все изобразить. Я наматывал раньше, но тогда они прям нереально такие жесткие становятся, просто нереальные. Небольшой дисбалансик есть, но то мелочи жизни. Колеса бомба. Вот так теперь выглядят шасси. Я их уже установил на самолет. Платформа вот эта никак не прикреплена к нему. И они должны будут свободно отпадать при разбеге. Я их уже один раз укреплял, потому что они как-то довольно-таки сильно провисают. Может быть, еще нужно будет доукреплять. Но в принципе нагрузку держат. Для взлета должно хватить. А посадка будет планироваться на вот то маленькое заднее колесо. Приподнимаю вверх. Платформа начинает отпадать. Здесь она немножко держится. Ну и, соответственно, когда выйдет там штырь из зацепления, я там штырь предусмотрел, здесь тоже отпадет. Ну, короче, такая хитрая система. Как она себя поведет в работе, пока что неизвестно. Ну что ж, а теперь настало время новостей. Начнем, пожалуй, с хорошей. На самолете я установил полетный контроллер. Он уже стоит прямо в нем. И все, ребята, подключено, настроены все полетные режимы. Мало того, настроен мануальный режим именно так, как он и раньше был. То есть видите, как сейчас элерончик отклонен? С обратной стороны элерон ровно стоит или даже чуть-чуть вниз. И именно так и должно быть в мануальном режиме, то есть это нулевое триммирование. Самолет имеет некие неровности, и вот этими рулевыми поверхностями все исправляется при триммировании, при настройке самолета. Точно так же у нас отстроено хвостовое оперение. Обратите внимание, рули высоты смотрят немножко вверх. Так они и должны быть в горизонтальном полете с той самой лучшей центровкой, которая дает минимальное энергопотребление. Напоминаю, что он летел в принципе на 180 ваттах. Больше ему не требовалось, чтобы лететь в горизонтальном полете, и это в мануальном режиме, это в управлении руками. Я надеюсь, с микропроцессорным компьютерным управлением, то есть с использованием автопилота, он будет лететь даже с меньшим током и меньше будет потреблять электричество. Все именно так и задумывалось, потому что водородная система у нас имеет 250 ватт на максимуме. Ну, а в номинале должна выдавать 200 ватт. Чтобы с успехом осуществить эту настройку, пришлось подключить старую аппаратуру, старый приемник. Ох, ребята, не один раз здесь все собиралось, и даже не 10, гораздо больше. Ну, короче, пришлось все собрать и все перечертить, перерисовать. После чего я запитал самолет через полетный контроллер, который был установлен в нулевое положение, а уже все эти отклонения я вывел механически, ребята. За счет удлинения, либо укорачивания тяг на рулевых поверхностях. Все достаточно просто, но это где-то заняло 1,5 дня у меня. Попутно пододелывал всякие приятные мелочи, такие как, например, установка огней. Здесь зелененький, с той стороны, как положено, красненький, вон там светится. Очень ярко светится, мне нравится.
Ну и самое главное, и самое для меня, что было сложное, я полностью разобрался в iNavi, изучил абсолютно все вкладки, разобрался, как здесь что работает и как настраивать. То есть самолет уже, можно сказать, полностью настроенный для того, чтобы совершить свой первый полет в мануальном режиме, в режиме со стабилизацией и даже в более продвинутых режимах, там где самолет вообще сам по себе летит, держит высоту, держит курс. Также настроил радиусы разворотов, углы, с какой скоростью он будет поворачивать и многое другое. Здесь я особо освещать это не буду, ребята, потому что слишком много информации и в принципе все это есть в интернете. Собственно, в интернете в основном я это и постигал. Конечно же, сразу идеально хорошо он навряд ли полетит. Но у нас есть, во-первых, мануальный режим, где мы можем сами лететь, так же, как и раньше. А во-вторых, я абсолютно полностью разобрался, как здесь и что настраивать. Вот что самое главное для меня. И вот в чем самая главная и хорошая новость. Это знание, ребята. Инвестировал в себя. То есть, без шуток, друзья, все работает. Смотрите. Видите, все рули работают и отклоняются. И даже если его сейчас в наглую заармить, потому что GPS не ловит, он тут так просто не заармится. Уже по идее должен заармленный быть. О, все, заармился. Смотрите, даже газует он уже. Все работает, короче говоря, самолет готов к запускам. Вы не представляете, сколько пришлось совершить всякого рода настроек. А вот в таком положении, например, я донастраивал расположение полетного контроллера. Обратите внимание, как он здесь установлен. В общем, я его подрасчитывал так, чтобы в горизонтальном положении, ребята, полетный контроллер занимал нулевое положение и не стремился куда-либо отклонить самолет уже изначально. То есть, чтобы первоначальный полет был более-менее нормальный по полетнику в автоматических режимах. То есть, когда мы делаем какой-то маленький самолетик, мы его крутим, вертим, делаем все, что хотим, все у нас быстро получается. Но вот эта вот махина, ее туда-сюда не потаскаешь. А чтобы настраивать, надо буквально вот все собрать, чтобы все было собрано, чтобы можно было как-то ориентироваться и начинать репетировать, все здесь регулировать. Ну и раз уж пока что приподнято крыло, покажу, как здесь все в этом отсеке устроено. Вот смотрите, регулятор оборотиков. Таким вот способом прикрепил. Приклеил его сбоку. Снизу площадочку, чтобы от долгих полетов от вибраций не отвалился. Ну, еще дополнительно на силиконовый клей прикрепил. Вот эти страшные бумажки имеют очень четкий функционал. Видите, написано S5. И я знаю, куда его подключать на полетнике. Потому что крылышко съемное, и в таком габарите оно никуда не войдет. Оно, ребята, 5-метровое. Закрылки пока что еще не подключал, хотя уже можно это сделать. Вывел нужные порты, нужные коннекторы. То есть все для этого есть, только программно лишь нужно будет настроить. Приемник расположил в глубине самолета. Вот он там сейчас горит красненьким цветом. Потому что пока на данный момент времени он не подключен. Но стоит щелкнуть аппаратурой. Загорелась зеленая лампочка, это говорит о том, что приемник работает. Я его поставил снизу крыла и антенну расположил вертикально. Для более качественного приема. Видеоантенна снизу. Использую 5,8 ГГц передатчик мощностью до 3 Вт. Не стал я дальнобойную ЛРС использовать, ну то есть 1,2 ГГц, потому что 5,8 банально удобнее, не надо никаких ретрансляторов. Самолет как бы по факту должен летать по точкам и должен управляться сам по себе, то есть летать сам. Датчик воздушной скорости расположил вот так, он смотрит немножко вверх. Думаю, это сильно не скажется, но он зато как бы немножко дальше от фюзеляжа. Пограничный слой меньше влиять будет на показания. Камера FPV у нас вот здесь. Кстати, очень хорошо настроил OSD. Будут показываться все параметры. Ваты. Ваты, кстати, посередине поставил. Это для нас самая главная характеристика. Камера получается очень далеко от полетного контроллера, поэтому я экранировал те провода. И да, увеличил крышку люка. Здесь вот облегчил, выбрал пенопласт, все повырезал. Ну, короче, крышка теперь сильно больше, чтобы можно было засовывать баллон с водородом. Там вот есть уже ложе такое под водородик, очень легкое. Ну и вот так, ребята, заэкранировал провода, видите, в медную пленку. GPS располагается вот здесь.
То есть ничто ему не должно мешать. Аппаратуру тоже полностью настроил. Здесь у нас арминг, то есть включение-выключение всей системы. Здесь у нас полетные режимы. Естественно, на этой точке у нас мануал, то есть абсолютно ручное управление, с теми же самыми расходами, с теми же самыми всеми настройками, как я уже говорил ранее. Здесь у нас режим англ, самолет должен будет лететь в горизонте. Настроил очень маленькие углы крена и углы вверх-вниз, чтобы сохранять электроэнергию. Потому что самолет все-таки дальнолетный у нас, и тяги у него будет мало. Здесь у нас режим круиза. В этом режиме он будет сам лететь, поддерживать высоту и направление полета. Режим полета по точкам пока не настраивал, ребят. Ну, все настрою, я уже разобрался, там ничего сложного нет. С этой стороны полет по кругу включается и возврат домой. Вот, собственно, и все. Также есть еще выключатель различных настроек ОСД. Пришлось даже еще одну писульку записывать, чтобы запомнить все эти режимы. Вот видите. Так как у меня первый такой самолет, я еще не могу сразу все запомнить. А в дальнейшем, если будет удобно, я буду эти настройки использовать. Ну и на этом хорошие новости, собственно, заканчиваются. Знаете почему, друзья? Да потому что водородный двигатель наш перестал работать. Я уже созванивался с Димой, рассказал ему про эту интересную новость. Ну, короче, деградировал он. Я не знаю еще до конца почему. Может быть, я его немножко подпалил. Но суть в том, что он продолжает деградировать. Возможно, в баллон попал кислород, либо попал другой какой-то газ при заправке. Возможно, в редукторе было масло. Я, к сожалению, не почистил его, не промыл, не обезжирил перед этим. Не знаю, в связи с чем, почему. Ну, не догадался я это сделать. А водородная топливная ячейка, ребята, очень не любит таких приколов. И, короче, она уже в 3 раза деградировала. То есть вместо искомых нужных нам 200 Вт, она сейчас выдает где-то 60-80 Вт. Не более. Вот такая вот боль, печаль и тоска. И ничего с этим, как я посмотрю, не поделаешь. Хотя я его Диме отправлю. У него есть чистый водород, который в большом баллоне. Он еще попробует его протестировать, вдруг заработает. Ну, у меня он не работает, и сейчас я вам продемонстрирую. На тестирование всей этой системы у меня ушло около 12 часов. Ну, это было не за один день, но, как вы можете себе представить, гудел я довольно-таки долго тут в квартире этим водородом. Сначала было страшно, потом маленько подпривык. Ну, смотрите, ребят, система, по сути, готова к установке в самолет, только имеет маленькую мощность. Гораздо ниже, чем расчетная. Выяснил, что клапан подтравливает, то есть надо новый клапан, он в закрытом состоянии все равно пропускает. А когда он часто открывается, он слишком много стравливает, поэтому я заузил, капитально так тут заузил отверстие. Также эту водородную ячейку я облегчал, удалял здесь стальные болты. Но функционал я не трогал абсолютно, даже видите, вот эти болтики я не трогал. Единственное, я же говорю, вот с этими редукторами, то есть это уже второй редуктор. Первый вообще не работал, потому что давал маленькое давление. А ему нужно было раз в 5 больше. Ну, короче, ладно, хорош разглагольствовать. Запускаю водород, смотрим, как работает. Открыл баллон, все загудело. На холостом 14,8 вольт. Это довольно-таки мало. Немножко повышается. Но он сначала повышается, потом начнет понижать. Хитрая здесь система, работает пока что крайне нестабильно. Давайте дадим нагрузку. В качестве нагрузки будет зарядка. Будем заряжать батарею. Просто здесь можно регулировать нагрузку. Вот, видите, начало сбрасывать до 7 вольт. Так, вот 10 вольт. 60, 70 ватт. И все. Видите? То есть 70 ватт даже не потянуло. Вот такие вот дела. Понизил ток. Ну, сейчас вроде бы работает. Вот такие параметры. Это параметры близкие к максимальным. 70 ватт. И ток при 12 вольтах, грубо говоря, 5,7 ампер. Ну, около 6 ампер все пляшет. Видите как? А напряжение должно быть сильно больше при таких ваттах небольших. Короче, что-то произошло с этой системой, что непонятно. Но назад, мне кажется, она не вернется.
Вот смотрите, немножко поработало, вроде как уже до 12 вольт прыгает. Ну тут еще клапан открывается, он тоже 1 ампер хавает. Вот, видите, можно по идее чуть-чуть нагрузку поднять. Но это тоже ненадолго, оно в любой момент может начать хуже работать. Я уже проверял. То есть работает, если на пределе, потом хлоп и перестало работать. Ну а вот смотрите, как травит водород. Сейчас клапан не перепускает, но тем не менее, видите, вот так вот он и травит. То есть клапан не закрывается полностью. Ну это не влияет, если вы подумаете, что, мол, это влияет. Нет, его можно заткнуть, я затыкал, ничего не происходит. И видите, иногда вот он вот так вот начинает на взлет идти. То есть как будто бы все отключается и он в холостую пашет. Но тем не менее, зарядка на батарею не успевает почему-то отключиться. Так, закрываем баллон. Баллон закрыл, как видите, продолжает работать. Но это ненадолго, скоро все прекратится. Все закончилось. Все, в шлангах газ весь вышел, все прекратило работу. Вот такие вот дела, ребята. Самолет наш не полетит на водороде и в этот раз. К сожалению, штуку такую так просто не купить, да и нам, похоже, нужна помощнее, потому что 200 ватт даже это мало. Хотелось бы ватт 400. Пускай она на 200 летит, а 400 это будет тот самый запас, который нужен для маневров. Чтобы резко там вверх пойти под углом, чтобы не упасть, не свалиться, скорость не потерять. Чтобы как-то сманеврировать, нужен запас. А чтобы вы понимали, даже вот эта коробочка, Дима ее покупал где-то за $3000, плюс баллон. Ну то есть все очень небюджетно. Сейчас немножко все это дело подешевело, но все равно. Ячейка на 400 ватт, я так подозреваю, будет стоить 1400 рублей. Вот что-то типа того, потому что это около 200 сейчас стоит. Вот такая вот жесть, вот такая вот дичь, ребята. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Отправлю водородный двигатель Дмитрию в Подмосковье. Он еще попробует протестировать на своем чистом водороде. Ну а там посмотрим. Проект не закрыт, ребята, ни в коем случае. Проект будет продолжаться.